6 марта обязательно скажите эти слова. Они помогут уберечь вас и членов вашей семьи от таких негативных проявлений, как черная зависть, как злые слова, как любые угрозы с глаз и порча. Также обязательно 6 марта попросите прощения у своих близких, для того, чтобы жить с ними в мире долгие годы. Далее подробно в этом видео. Добро пожаловать на канал Эзотерика для тебя, друзья. Здесь на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Итак, друзья, православные верующие 6 марта чтят память преподобного Тимофея. А в этот день в народном календаре еще называется Тимофей Весновей. В это время наши предки проводили некий обряд на полях, разжигали ритуальные костры, и они верили, что таким образом избавляются от злых духов. А еще они знали, что там, где будет виден свет от костра, летом град не побьет урожай. Ну а чтобы очиститься от грехов, проблем и болезней, люди также прыгали через этот костер. По погоде в это время определяли, какой будет наступившая весна. Посев будет ранним, если ручьи рано потекли. Ожидайте раннюю осень, если весна быстро наступила. Снег пойдет в ближайшее время, если сегодня увидеть зайца-беляка. Наступят вскоре теплые дни, если прилетели ласточки. Даже если сегодня будут сильные метели и снегопады, не стоит расстраиваться. Через несколько дней наступит долгожданное потепление. Ветер мог о многом рассказать в этот день. Так, если он дул с севера, то будут холода. Южный ветер намекал нам о том, что будет теплая погода, но с дождями. А вот восточный говорил о том, что скоро наступит весна. Сегодня нужно довести все свои начатые дела до конца. Сегодня день прорыва по многим делам карьерного роста, выхода на новый уровень, а также получения первых материальных результатов после проделанной работы. Сегодня вам удается найти свое самовыражение в социальной сфере, получить признание своих профессиональных талантов, умения и навыков. Окружающие люди начнут сегодня воспринимать вас как очаровательного и энергичного лидера, который способен формировать общественное мнение, влиять на мысли и поступки коллег, а также партнеров. Сегодня много пользы принесет неформальное общение с коллегами. Разговоры про жизнь сегодня сближают. Вы сможете получить помощь коллектива, обрести необходимую поддержку и выйти из любой сложной ситуации без каких-либо моральных и материальных потерь. Но сегодня, 6 марта, старайтесь бережно расходовать свои энергетические и финансовые ресурсы и дорожите мнением и поддержкой преданных вам людей. Запрещено 6 марта употреблять алкоголь. Последствия могут быть плачевными. Возможно, ваша психика не справится. Алкоголь в небольшом количестве вам не навредит, но стоит воздержаться от этого сегодня. Голова должна быть на плечах, разум наготове. Попробуйте найти в интернете информацию, чем можно заменить сегодня алкоголь. Наверняка можно сделать парочку оздоровительных, вкусных коктейлей из овощей и фруктов. Порадуйте себя и свою семью новыми рецептами смузи или свежевыжатого сока. Возможно, покажется, что все не так легко, поэтому попробуйте приобрести себе соковыжималку или блендер. Они ускорят этот процесс. А в будущем такие напитки можно употреблять чаще и пополнять свой организм витаминами. Если сегодня обзавестись новой парой обуви, то она вам долго прослужит. Отправляйтесь прямо сейчас в обувной магазин и обязательно порадуйте себя. Качественная обувь никогда не будет лишней. Обращайте внимание на удобство. Не покупайте просто, чтобы было в вашей жизни. Вам в будущем в ней ходить, помните об этом. Выберите нужный размер для себя. Если сомневаетесь, то попросите продавца-консультанта принести вам размер меньше и больше, чтобы вы определились. Всегда покупайте обувь только с ортопедической стелькой, плоскостопие вам ни к чему, да и пятки не выдержат, если будет жесткая стелька. После покупки обязательно сохраните чек. Возможно, вы сомневаетесь между двумя моделями. Чек дает гарантию на 2 недели, что вы сможете с легкостью обменять товар, если обувь будет в надлежавшем виде и не использована на улице. Если сегодня душа требует
полной обновке и вы влюбились в летние босоножки, а еще не сезон, не сдерживайте себя. Обязательно порадуйте. Кто его знает, может, к лету такой модели уже не будет, и вы в какой-то степени будете грустить, что не купили это сейчас. Сегодня, 6 марта, нельзя сажать или поливать растения. Они не будут после этого расти. С таким запретом проще всего справиться. За один день ничего точно не случится. Поделитесь с подругами такой новостью, чтобы они сохраняли свои вазоны. Люди, рожденные 6 марта, обладают очень сильным характером. В будущем они становятся главарями в семье, и это очень важно. Они умеют принимать решения за всех, но все происходит осознанно, без насилия в семье. Человек обладает таким разумом, что способен объяснить всем вокруг о происходящем. Ему доверяют, прислушиваются к мнению и настоятельно просят о рекомендациях. Женщина или мужчина с таким характером становятся лидерами в обществе. Они могут вести за собой народ. Даже если так случилось, что они падают или спотыкаются на пути, их миссия в этом мире – встать с колен и пойти дальше, не подав даже виду. 6 марта нужно сделать генеральную уборку и выбросить весь хлам, который накопился у вас в доме. Распределите в семье, кто будет чем заниматься. Если у вас частный дом, то настало время приводить двор и придомовую территорию в порядок. Вы уже больше времени проводите на улице, поэтому появляется в какой-то степени желание пожарить шашлыки на свежем воздухе. Обустройте летнюю беседку всем необходимым на первое время. День становится больше с каждым вечером. На улице не так уже и быстро темнеет. Сегодня стоит убраться и приготовить все вокруг, а на следующие выходные можно здорово провести время. Пригласите друзей или родственников. Проведите первые дни весны только на свежем воздухе. Легкая музыка разрядит обстановку вокруг. Также стоит задуматься и об активностях для компании, которые можно провести на улице. Сны, которые вы увидите в эту ночь, они будут вещими. Запомните свое будущее. А именинниками 6 марта будут Георгий, Евстафий, Тимофей и Юрий. Не забудьте поздравить. Также, друзья, 6 марта у нас всех ждет и прощенное воскресенье, которое связано с Масленицей, так как в этот день отмечается уже окончание масленичной недели. Также этот день связывают и с началом Великого Поста, так как это первый шаг уже к очищению души. Конечно же, ежегодно Великий пост проводится перед главным церковным праздником Пасхи. Главная цель его – воздержание в пище, а также в помыслах и действиях. Поститься нужно от злых умыслов, слов, поэтому в день прощенного воскресенья нужно сделать так, чтобы все зло ушло из души. И название «праздник» появилось благодаря обряду, который проводится в конце дня. После службы священники и прихожане просят у всех прощения за обиды, а потом вступают в Великий пост с чистой совестью. В течение всего дня все просят прощения у своих знакомых. Стоит извиниться не только перед теми, кого вы обидели, но и перед малознакомыми людьми. Как правило, отвечать надо так: «Бог простит, и ты меня прости». Также нужно прощать всех и не держать зла на людей, которые просили прощения. Так как прощенное воскресенье – это последний день Масленицы, этот день нужно провести за столом со всеми своими близкими людьми. В это время нужно доесть всю еду, ведь с понедельника круг пищи верующих христиан станет ограничен. В древности в прощенное воскресенье устраивали праздничные гуляния. После них отправлялись на кладбище и посещали могилы родственников. Самым главным запретом этого дня, прощенного воскресенья, считается то, что нельзя отказывать человеку в прощении. Так как день этот связан еще и с духовным очищением, то нельзя просить прощения неискренне, а также совершать дела со злым умыслом. Попросите прощения, за них вы не успеете. Также запрещено в этот день употреблять нецензурную брань, а также ругаться с близкими людьми. После обеда запрещен и тяжелый физический труд. Если вы собирались провести уборку дома, то ее стоит отложить. Кроме того, именно 6 марта в любое время суток прочитайте следующие слова. Это слова обережные. Они помогут уберечь вас и членов вашей семьи от таких негативных проявлений, как черная зависть, злые слова, любые угрозы, сглаз, порча,
Для этого вам нужно смотреть на небо или открыть можете окно. Если боитесь открывать окно по разным причинам, то вы можете смотреть через стекло и сказать нужно 3 раза следующие слова. Друзья, эти слова мы оставим в описании к этому видео. Главное, чтобы вы их прочитали с пониманием. Смотрите на небо и читаете. Прочитали один раз, посмотрели, прочитали снова, посмотрели на небо. То есть вот так вот процесс этого ритуала. Также вы можете читать и за близкого человека. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 6 марта 2022 года. По лунному календарю, друзья, у нас сегодня с вами 4 и 5 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Телец. С наступлением этого дня многие по непонятным причинам теряют покой, сон и аппетит. Внешне ничего не происходит, но внутри человека нарастает тревога. Это связано с двойственностью этого дня. Луна заставляет человека делать серьезный выбор между светлым добром и темным злом. Во-первых, в этот день многим людям приходится принимать очень серьезные и порой даже судьбоносные решения, которые требуют ответственности. Причем многие решения будут представлять собой мучительный выбор между совестью и личной выгодой. Немногие способны в этот день пойти дорогой правды и справедливости. Во-вторых, в памяти человека оживает прошлое. Но это не светлое прошлое с приятными воспоминаниями, а все те поступки, которые были совершены неправильно, или те, которые неприятным пятном лежат на совести. Они вновь будут терзать человека и не давать ему покоя. В какой-то степени сегодня идеальный день для ведения повседневных дел. Проведите его спокойно, не спеша, занимайтесь текущими делами. Работайте сегодня с информацией, приведите в порядок свои документы и бумаги. Постарайтесь включить мудрость и осторожность, не принимайте скоропалительных решений. Всеми силами избегайте встречи со злом. День эффективен для поиска пропавших вещей и людей. Также хороший день сегодня для торговли, а вот плохой для путешествий. Любая деятельность сегодня должна быть обязательно продумана до мелочей. Что же касательно стрижки волос, то стрижку лучше не делать, иначе она нарушит задуманные деловые и личные планы. Никакие манипуляции с прической не принесут вам удовлетворения. Стрижки будут неудачными, ламинирование может испортить волосы и даже проредить их. Даже от оздоровительных масок вы не добьетесь должного эффекта и только потратите свое время. Также откажитесь от похода в парикмахерскую, особенно от импульсивных действий по изменению внешности. Пренебрегая данными рекомендациями, вы тем самым рискуете испортить себе настроение на день и, что еще хуже, подвергнуть опасности свое психологическое и физическое здоровье. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями укрепит карьеру и материальную базу. Что же касательно самой прически, то приток новых сил прибавит вам простая повседневная прическа. Энергетический обмен прибавляет скорость, и вы сами похожи на мощный передатчик идей в окружающее пространство. Расчесанные утром волосы сваляйте в шарик, затем сожгите его на свечке белого цвета и скажите следующие слова: что упало, то ушло, позабылось, на новое сменилось. Пепел разотрите между пальцами левой руки и 3 раза плюньте через левое плечо. Также обращаем ваше внимание, что сегодня противопоказана групповая работа. Присутствующая негативная энергия может привести к конфликту и столкновению. Проявите заботливое отношение и к природе. Не рекомендуется сегодня рвать цветы и рубить деревья. Вот такой, друзья, у нас с вами день 6 марта 2022 года. Мы всем желаем мира, изобилия, богатства, благополучия и услышимся с вами уже в следующем видео.